Здравствуйте, друзья! С вами Геоэнергетика, Инфо и Максим Радайкин. И Борис Марцинкевич. Добрый день. Друзья, в одном из прошлых роликов мы обсуждали историю вхождения «Газпрома» в европейский газовый рынок. И выяснилось, что это произошло до внедрения третьего энергопакета. На тот момент в Европе действовала гронингенская модель долгосрочного газового контракта. И именно этой модели и обязан европейский газовый рынок своим созданием и существованием. Именно эта модель позволила сформироваться крупным газовым компаниям, и именно благодаря ему была создана невероятная, масштабная система газопроводов, сети хранилищ газа. И именно благодаря этой модели на европейском рынке появился советский трубопроводный газ. Сегодня Борис обещал рассказать, как советский, а потом и российский газ пришел в Европу и в Германию в частности. Давайте послушаем. На самом деле мы, конечно, касаемся достаточно давних событий, но газовый бизнес характерен тем, что на нем, на европейском газовом рынке правила не изменялись. То, что сделано из металла, сети газопроводов, магистральных газопроводов, распределительных газопроводов, подземные хранилища газа, продолжает работать и сейчас. Правила новые, железо то, которое было положено достаточно давно. Это в качестве объяснения, почему мы касаемся событий на рубеже 89-90-х годов прошлого века. Прошло времени много, но на самом деле газопроводы, которые были проложены тогда, по-прежнему действуют, компрессорная станция по-прежнему работает, хотя, может быть, поменялись правила, названия компаний, которые ими владеют, которые ими управляют, поменялись, но база все та же, железная. А сейчас я вообще брошусь в пучину древности. В 1894 году в Германии была создана компания Wintershall. Называлась она так изначально. Изначально она создавалась для того, чтобы добывать калийные соли, и в таком виде существовала достаточно долго, пока в 1930 году во время поисков калийной соли совершенно случайно не было обнаружено нефтяное месторождение. Уже в 1931 году Wintershall добыл 51 тысячу тонн нефти. Для Европы тех времен это было достаточно значительно. То есть с того момента Wintershall забыл о калийных солях и стал заниматься тем, что более востребовано, тем, что поощрялось по понятным причинам в той Германии. А чуть позже, в начале 50-х годов, было обнаружено еще и газовое месторождение. И с того момента Wintershall является той компанией, к которой мы привыкли в настоящее время. Это компания, которая занимается добычей, переработкой, поставками углеводородов, как природного газа, так и нефти. В 1969 году компании Wintershall было сделано предложение, от которого она не смогла отказаться. Предложение исходило от компании BASF, это один из крупнейших в мире химических концернов. В его арсенале около 7 тысяч видов химической продукции самых разных наименований. Торговля идет в 170 странах мира. Предложение было достаточно простое. BASF постоянно необходимо и то, и другое, и природный газ, и нефть, которую вы добываете. Господа владельцы компании Wintershall, поэтому мы готовы давать вам деньги за то, что вы будете продолжать разведку и вести добычу. И все, что вы добудете, мы в обязательном порядке купим. От такого никто не отказывается. И Wintershall стала собственностью концерна BASF и до сих пор, в принципе, им является. Хотя прошло много времени, были самые разные перестановки, были слияния и поглощения, но тем не менее руководящие органы, владеющие компанией, по-прежнему остаются BASF. Это сейчас идет рассказ о том, что история не всегда развивается на основании каких-то логических умозаключений, еще чего-то. Влияние личности на историю пока еще никто не отменял. После достаточно известной, если опять же будет интерес, можно и про это вспомнить, сделки газ в обмен на трубы в Европу, сначала в Австрию, потом в Федеративную Республику Германия, пришел советский газ. Контрагентом для нас выступала немецкая компания с достаточно громким названием. Многие, кто постарше ее прекрасно помнят, Рургаз.
К рубежу 80-х годов Рургаз контролировал порядка 70% газового рынка Германии. В общем-то, он был фактически монополистом. Еще одну компанию вспомнили. Теперь остается вспомнить, что концерн «Газпром» был создан в 1989 году на базе Министерства газовой промышленности Союза Советских Социалистических Республик, соответствующее постановление Совета Министров имеется, по-моему, 6/11, могу путать, но не так важно. Важно, что это произошло в 1989 году. В числе прочих активов министерства, которые были переданы «Газпрому», было два внешнеторговых объединения. В Советском Союзе их было два. С вашего позволения я посмотрю точное название, чтобы ничего не перепутать. Было внешнеторговое объединение «Зарубеж Газ». Через него шли контракты со странами капиталистической Европы, как тогда любили подчеркивать. И вторая компания «Союз Газэкспорт» для того, чтобы обеспечивать газом страны, входившие в Совет экономической взаимопомощи. Или, как сейчас их называют, страны Восточной Европы. Вот до этого момента добрались. Теперь отдельная история вот, исключительно про личности. В 1989 году БАСФ обнаружил, что Винтерсхал не способен дать ему столько природного газа, сколько требуется для организации химического производства. Нужны были дополнительные объемы, причем объемы нужны были хорошие. На 90-й год БАСФу требовалось порядка 2 миллиардов кубометров природного газа. Все это серьезно. Винтерсхал такого придумать не мог. И настал момент, когда генеральный директор Винтерсхала, генеральный директор БАСФ пошел на переговоры с генеральным директором компании «Рургаз», потому что больше идти было некуда. На тот момент генеральным директором компании БАСФ был Герберт Деттердинг, а генеральным директором «Рургаза» Клаус Лизен. К чему я это вспоминаю? Прежде чем стать генеральным директором БАСФа, Герберт Деттердинг был членом совета директоров «Рургаза», но потом перестал им быть по причине личной ссоры с Клаусом Лизеном. Они не сошлись во мнениях, как должен развиваться «Рургаз», куда надо тянуть трубы и так далее, и так далее. То есть вот личная неприязнь, несмотря на это, Деттердинг пошел к Лизену на переговоры. Результаты этих переговоров немецкие журналисты обозначили коротенько «Das Duell der Газовикс». Надеюсь, переводить не надо. Лизен выпроводил Деттердинга из своего кабинета со словами: «Газа ты получишь ровно столько, сколько требуется, чтобы надуть воздушные шарики». На том он и ушел. Происходило это всего в 1989 году, 3 ноября. Кто постарше помнит, произошло падение Берлинской стены. Современная Германия считает, что произошло объединение. Если относиться к делу корректно, то это больше походило на оккупацию. Не было никакого всенародного референдума об объединении двух Германий, не было соглашения между правительствами о том, как это будет происходить. Федеративная республика Германия прошлась по ГДР катком. В частности, в приватизации, конечно, могли теоретически участвовать и граждане ГДР, но поскольку как-то вот с личными капиталами у граждан ГДР не сложилось, на самом деле все народное достояние, государственное имущество было выкуплено представителями Федеративной Республики Германия. В числе прочего, приватизации принадлежала и компания ГДР, государственная, которая занималась поставками советского газа и распределением по территории ГДР, собственно говоря. Аббревиатура ВГН, ну, я тут заботливо себе выписал даже ее аббревиатуру. Verbundens Gas AG. Понятно, что претендентов на покупку акций этой компании было достаточно много. В общей сложности участвовало порядка 15 самых разных объединений, крупных, маленьких. Понятно, что этот актив представлял большой интерес для БАСФ. Это компания, которая связана контрактами с советским, уже на тот момент «Газпромом», значит, можно будет получать советский газ, минуя «Рургаз». Понятно, что в этом заинтересован был и советский концерн «Газпром»,
постоянный партнер, про которого все известно, какие объемы, казалось бы. В результате того, что и компания BASF, правда, BASF не участвовала от своего имени, они выставили свою дочернюю компанию Wintershall, и «Газпром», они рассчитывали, что каждая из них сможет купить по 25% акций, и вдвоем они будут начинать практически новый бизнес с нуля. В результате «Газпрому» на этом процессе приватизации, так скажем, досталось 5,79%, концерна ВГН, «Рургазу» 15%. То есть они не контролировали ничего. Вот, собственно говоря, тот момент, когда в результате произошедшей «Дасдойльдер-газовик» и того, что Федеративная Республика Германия решила обидеть «Газпром», встретились два одиночества. То есть две компании, которые не смогли получить никакого контроля, никакого влияния, их представители даже не входили в совет директоров ВГН, они не могли не встретиться. Они встретились. К осени 1990 года было подписано соглашение между двумя компаниями, которое действует, собственно говоря, и до сих пор. Соглашение было рамочным, но был определен алгоритм последующих действий. Компании собирались заняться организацией поставок, строительства магистральных трубопроводов и строительства подземных хранилищ газа. Было создано совместное предприятие ВЕХ, я не буду пытаться выдавить из себя немецкую транскрипцию. В общем, ВЕХ – это та компания, которая занималась торговлей газом, а для отдельных проектов, связанных со строительством конкретных магистральных газопроводов, создавались дополнительные компании, их там на самом деле много. У «Газпрома» есть дочерние структуры в Германии, внучатые, и даже какие-то племянники там наверняка найдутся. Ну, не суть. Первое, что решили сделать эти две компании, это, напоминаю, все тот же 1990 год, это еще советский концерн «Газпром». Дата рождения российского «Газпрома» – это 1993 год. Надо отдать должное всем руководителям «Газпрома». Советским «Газпромом» руководил Виктор Степанович Черномырдин. Российским «Газпромом» Рэм Вяхерев. Они выдержали вот эту передачу полномочий, изменение законодательства и изменение законов. Все, что было связано с внешними контрактами, концерном «Газпром», вне зависимости от того, в советской юрисдикции он был или в российской, выполнялось крайне тщательно. С чего началось? Началось с проекта двух магистральных газопроводов. Один из них назывался, это аббревиатура, «Стегал», или «Саксония-Тюрингия». 323 километра, годовая мощность 8 миллиардов кубометров газа от Саксонии до Тюрингии. Если кто-нибудь сумеет найти на карте территорию бывшей ГДР, то он обнаружит, что это был первый магистральный газопровод, который соединил две ранее отдельные части Германии. Соответственно, никакого сопротивления со стороны правительства Объединенной Германии не было и быть не могло. Две компании договариваются о том, что они за собственный счет начинают не на словах, а на деле сшивать Германию во что-то единое целое. Второй газопровод, который был запланирован и был реализован, назывался «Мидл». Опять же, не буду даже пытаться его расшифровать. Это продолжение Стегала от города Эмден до города Людвигсхафен. 702 километра, мощность 13 миллиардов кубометров газа в год. Третий проект – это газовое хранилище Реден, это север Германии. В свое время это было месторождение одноименное, которое разрабатывала компания Wintershall. В 1993 году, когда был спроектирован, соответственно, получены все лицензии на обустройство этого подземного хранилища, активная мощность хранения была 1,5 миллиарда кубометров газа. На день сегодняшний активная емкость хранения 4,7 миллиарда кубометров, и это крупнейшее подземное хранилище газа на территории Европы. Я не буду рассказывать о перипетиях, кому сколько процентов акций принадлежало. На день сегодняшний там есть отдельная структура, в которой 50% акций принадлежит компании Wintershall D, 50% концерну «Газпром». Вот так, исподволь, чуть севернее
Гамбурга возникло вот это подземное хранилище, которого ранее не было. В результате появления всего 2 магистральных газопроводов территория Германии была объединена, и положительное отношение к действиям, к деятельности концерна «Газпром» со стороны руководства Федеративной Республики Германии возникло на тот момент и никуда не исчезает до дня нынешнего. Надо отдать должное, у немецких бюргеров достаточно хорошая память, они помнят, что часть работы по действительному объединению 2 Германий взял на себя «Газпром». Понятно, что основные деньги, конечно, вкладывал все тот же концерн «BASF», но, тем не менее, российский концерн рассчитывался за счет поставок газа, так что можно совершенно справедливо считать, что дело было сделано общими усилиями. Чего не хватало, собственно говоря, Винтерсхалу и «Газпрому» для того, чтобы почувствовать полную независимость от Рургаза. Это, естественно, собственного магистрального газопровода, который приводил бы теперь уже российский газ на территорию Германии. Это было интересно «Газпрому», потому что диверсификация потребителей, размножение оптовых покупателей – это всегда полезно, всегда можно поиграться. Почему это было интересно Винтерсхалу и стоявшему за ним BASF, тоже понятно. Не хотелось продолжения общения с Клаусом, хотелось быть совершенно самостоятельными. Здесь интересы тоже совпали, и уже в 1993 году начались проектные работы по новому магистральному газопроводу, который называется «Ямал-Европа», который, в отличие от времен деления Европы на капиталистический, социалистический лагерь, проходит так, как разумно, по минимальной продолжительности маршруту. Но поскольку возникли новые государственные границы, надо называть каждое государство отдельно: Россия, Белоруссия, Польша, Германия. Можно продолжать дальше, если есть желание, можно на этом закончить, потому что дальше придется рассказывать о том, как складывались отношения «Газпрома» и Польши, а если конкретнее, то компания ПГНГ, государственная компания, на тот момент, когда проектировался и начинал реализовываться проект «Ямал-Европа», это была единая государственная компания Польши, которая занималась как поставками газа, так и его распределением внутри Польши. И кроме того, на территории самой Польши ПГНГ, пусть в небольших объемах, но и тогда разрабатывала газовые месторождения, разрабатывает и в настоящее время. Но тут отсюда возникает несколько сопроводительных вопросов. Вот 2 Германии объединялись. Откуда питалась газом все-таки Западная Германия? До этого момента? До этого момента советский газ приходил в Европу через территорию современного государства под названием Украина, через через Чехословацкую социалистическую республику, теперь это Чехия и Словакия, и дальше он поступал на территорию Германии. То есть все равно с другого конца? Все равно с другого конца, потому что требования со стороны 2 основных контрагентов советского правительства в Европе — это компания «Рургаз» немецкая, концерн ОМВ австрийский. С их стороны было требование в любом случае не касаться территории ГДР, поскольку они ее считали вот неким то ли незаконным образованием, то ли еще как. В общем, терпеть они не могли, даже кушать им не хотелось. Обошли. В результате у нас возникла огромная газотранспортная система Украины, которая на момент своего наивысшего развития в 1990 году составляла почти 200 миллиардов кубометров газа в год. И, по сути, не имела других альтернатив на тот момент, и, по сути, монополистом на венте сидела Украина. Да, потому что на тот момент никто не думал о том, что линии, прочерченные кем-то на карте, могут стать государственными границами. У советских руководителей была богатая фантазия, чтобы представить себе, что Украинская республика и Российская Федерация будут 2 отдельных самостоятельных государства, да еще с тем уровнем отношений, которые есть сейчас, как-то никому в голову не приходило. Но тем не менее. То есть к слову о том, что на самом деле, что касается политики, надо один раз и навсегда запомнить, что не бывает ни вечных врагов, ни вечных друзей, так называемых.
интересы государства могут меняться, и братский украинский народ, находящийся по ту сторону нашей государственной границы, ведет себя так, как ведет. Значительное... Это не народ ведет, а скорее это государство. Лидеры. Государство и страна, конечно, вещи разные, но тем не менее, какие настроения в этой стране, которая благополучно терпит того, что запрещено разговаривать на русском языке, я не знаю, думать там еще можно? Или тоже уже запрещено? Знаешь, вот читая комментарии, которые нам пишут вот оттуда, они достаточно благосклонны, и прям со всех неадекватных товарищей их меньшинство. Так что можно понадеяться, что все встанет на свои места. Ну, газовые трубы, они железные. Можно какие угодно эмоции вокруг них распространять. Конечно, только ГТС Украины уже порядком подизношенные. Да, надо отдать должное, что в 2012 году, еще на тот момент, когда Украиной управлял, как-то у них там называется, тиран и что-то там еще, Янукович. Российский ставленник. Была создана программа модернизации ГТС Украины в 2012 году. Было более-менее календарный график составлен, когда сколько денег туда надо инвестировать для того, чтобы привести ее в надлежащее нынешним требованиям состояния. Суммы были не самые гигантские, надо было инвестировать порядка $1,5 миллиарда в год. А с учетом того, что на российском транзите и в те времена зарабатывалось порядка 3, как бы труда это не составляло. Но в 2012 году был закончен технический аудит, в 2013 году был готов вот этот календарный план работ. Дальше конец 2013 года, начало 2014, и все как-то изменилось. До меня доходят слухи, что есть план, инвестиционный план и новых компаний «Новой Украины», «Молодой демократии», но, к сожалению, там не используется язык наиболее вероятного их противника. А вот украинский я не выучил до такого состояния, чтобы понимать то, что они называют техническим языком. Я надеюсь, что кто-нибудь когда-нибудь возьмет на себя труд перевести вот этот инвестиционный план на русский язык, тогда можно будет оценить, есть ли там какие-то мысли по поводу того, что можно делать с их ГТС. Просто давайте еще раз, вот цифры, раз уж я тут в старину ударился, по состоянию на 90-й год транзитная мощность газотранспортной системы Украины 200 миллиардов, а с 1 января 200 миллиардов кубометров газа в год, а с 1 января 2021 года в соответствии с контрактом, подписанным концерном «Газпром» и компанией оператора газотранспортной системы Украины, 40 миллиардов кубометров газа в год. Это вряд ли можно считать только следствием политических изменений в жизни России и Украины. Это, помимо всего прочего, еще и прямое следствие того, что амортизация газотранспортной системы Украины на день сегодняшний превышает 80%. Вот еще один сопроводительный вопрос. А вот на Украину сейчас через Украину ограничен прокачка газа. А зачем нам вообще прокачивать газ через Украину, кроме договоров с европейскими партнерами, если такой же объем мы можем совершенно спокойно перекинуть по Северному потоку первому? По Северному потоку первому, тоже, кстати, отдельная тема для разговора. Его годовая мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. По итогам 2020-го по нему прошло 59,8 миллиардов кубометров. То есть это такой традиционный подход, но у нас еще было. То есть есть стопроцентная мощность, но есть еще небольшой запас. На самом деле, во-первых, прокачка газа по Северному потоку в таком объеме продолжалась исключительно потому, что компания Wintershall хорошо понимает, что такое работать в европейских условиях. Напомню, что Европейская комиссия в очередной раз ограничила прокачку по газопроводу «Опал», который является сухопутным продолжением первого Северного потока, 50%, апеллируя к правилам третьего энергопакета. Должен быть альтернативный поставщик. Один поставщик имеет право бронировать не более 50% мощностей транзитного магистрального газопровода. То есть Европейская комиссия в очередной раз, вопреки здравому смыслу, ждет, когда из-под воды Балтийского моря возле Грайфсвальда, куда приходит первый Северный поток, возникнет какой-то дополнительный поставщик. Из ниоткуда так вот. Поскольку в ответ на решение Европейской комиссии об ограничении «Опала» подан соответствующий иск от владельцев магистрального газопровода «Опал», но это европейские суды, сколько лет это будет продолжаться, никто не знает.
В это время немецкие товарищи, бюргеры, нет, господа, подберите там правильное название для них, совершенно другие, строили магистраль, которая будет являться продолжением Северного потока-2. Называется она Еугал. Это операторы и будущие владельцы, нет, вернее так, владельцы этого магистрального газопровода Еугал, это концерн немецких компаний в составе 4 штук. Оператором является компания «Газтранспорт», что-то там, ну, не суть, это компания, принадлежащая совместному предприятию Винтерсхалла и Газпрома. Совершенно случайно так получилось. Еугал состоит из 2 ниток, первая из которых была введена в эксплуатацию в конце 2019 года. То есть под начало 2020 года. С 2020 года ограничено действие газопровода «Опал», но почему бы не начать прокачивать этот газ через газопровод, через первую нитку газопровода Еугал, что мы, собственно говоря, в 2020 году и наблюдали. Да, «Опал» действует на 50% мощности. Еугал, который должен быть состыкован именно с Северным потоком-2, но он где-то нашел альтернативного поставщика. Ему повезло, потому что оба морских газопровода Северный поток-1, Северный поток-2 выходят вроде возле Грайсфальда, соорудить небольшую перемычку. Так получилось. На самом деле, подо что строился Северный поток-2, достаточно очевидно. Схлопывается добыча газа на месторождении Гронинген возле берегов Голландии, поскольку Голландию трясет и есть подозрение, что система дамб не выдержит очередного землетрясения. Там до последнего времени добывалось порядка 25 миллиардов кубометров газа. А к 2024 году добыча должна быть доведена до нуля. Это как минимум тот спрос, который дополнительно появится в Европе. Кроме того, с учетом странной политики, продвигаемой Еврокомиссией, тотальный отказ от угля как энергоносителя, переход, соответственно, на газовые электростанции, использующие в качестве энергетического ресурса природный газ, я сейчас так совсем уж вежливо сказал. В частности, та же Германия планирует закрывать все свои угольные электростанции к 2038 году, но поскольку федеративное правительство придумало, как стимулировать это закрытие, нет, некрасивыми словами, не выдачей благодарности на стенку, там, грамоты, нет, просто деньгами. Как только дело зашло о деньгах, владельцы угольных компаний выяснили, что они могут закрыть даже быстрее. Любой каприз за ваши деньги. Соответственно, то, что закрывается, должно быть чем-то замещено, соответственно, спрос будет повышаться. Кроме того, на протяжении последних лет 10-15 не увеличивается объем поставок со стороны еще 2 компаний, поставляющих трубопроводный газ в Европу, со стороны Алжира, компания Сонатрах, или Трач, я даже не помню, как там правильная аббревиатура называется. Связано это с тем, что месторождение, в общем-то, уже находится на угасающей стадии, и кроме того, в самом Алжире растет спрос на природный газ, то есть там ничего не увеличивается. И точно так же ведет себя норвежский Эквинор, но не потому, что он не хочет поставлять большие объемы газа, потому что у него пока не складывается с поисками газовых месторождений. Они стараются, но пока все открытия последних лет связаны с открытиями нефтяных месторождений, каких-то значительных месторождений природного газа нет, круг клиентов известен, поставлять надо. То есть 2 поставщика стагнируют. Есть варианты, конечно, с поставками сжиженного природного газа, но далеко не все европейские газовые компании довольны таким видом поставок. Поэтому задел на то, что спрос будет увеличиваться, сделан. Я думаю, что в этом году мы все-таки дождемся, когда будет закончено строительство Северного потока-2. Оно идет, в зависимости, конечно, от погодных условий в Балтийском море, но тем не менее. И в головах у чиновников заодно. Ну, это уже отдельная тема, как повлияли морозы, случившиеся на территории Европы, на умонастроение политиков, представителей газовых компаний. И, хотя там может происходить все, что угодно. Совсем недавно «Газпром» сообщил, что в течение января, если брать показатели января 2021 года к январю 2020 года,
Франция увеличила объемы закупок на 87%. При этом министр иностранных дел Франции, по-моему, даже сегодня заговорил о том, что необходимо вводить санкции против «Газпрома» и в связи с событиями вокруг Алексея Скрипаля, Сергея Навального, ну, кого-то из них, кто-то там из кто них. под руку попадется. Ну, кто пострадал от новичка, тот должен остановить поставки российского газа. Пострадавшим от новичка выглядит только Скрипаль, а вот Навальный как будто ему витаминок вкалывали. Ну, это уже отдельная тема. Да. То есть вот компания Engie, которая контролирует порядка 60% газового рынка Франции, понимает, что происходит на улице, какой климатический сюрприз выдался в этот раз для того, чтобы увеличить объемы тепловой генерации. Электрическая энергия во Франции вырабатывается на атомных электростанциях, с тепловой по случаю холодов плохо. Engie увеличивает объемы закупок, а министр иностранных дел Франции выходит перед общественностью и рассказывает о том, что по отношению к российскому газу надо применять санкции, останавливать «Северный поток-2». То есть, двойственность сознания, как это. Ожидаем тогда введения второго потока, и на этой прекрасной ноте. На сегодня все, а то, что происходило и происходит вокруг магистрального газопровода Ямал-Европа, я думаю, в следующей передаче продолжим. Друзья, подписывайтесь на канал, включайте уведомления, пишите комментарии, мы все читаем, предложенные темы обязательно рассмотрим в следующих роликах. До новых встреч! Со своей стороны, размышляя по поводу того, каким образом построить передачи с ответами на ваши вопросы, я думаю, что буду просить Максима, который коллекционирует эти вопросы, пожелания каким-то образом разделить их по темам, потому что не очень удобно получается, когда приходится перепрыгивать с темы на с одной темы, из одной отрасли энергетики переходить в другую, от нефти к газу, потом к атому и так далее. Будем разбирать. Наверное, я тебя попрошу, что если вопросы про газ... Начнем с альтернативной, наши любимые. Спасибо. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.